Всем привет! Иду до Валберец. Вышла, конечно же, на улицу в легкой одежде, а у нас, получается, начался дождик и ветруганище опять поднялся. Валберец находится у меня в соседнем доме. Я заказала себе деревянные, не бусинки, а просто деревянные кругляшочки в размере 25 миллиметров и бирки. Вот. Сейчас я покажу, что я хочу сделать. Я приметила, что заказывать шарики обычные дешевле, чем бусинки. Поэтому я заказала шарики. Если у меня получится их просверлить самой или муж, то буду так все время делать. Сейчас у нас тут в цокольном, в подвальном помещении находится Валберец. Все, вышла я из подвала. Сейчас я выйду в местечко. В общем, они упакованы. Хотела вам сразу приблизительно показать, как они выглядят. Тут у меня бирочки 100 штук. И вот шарики 25 миллиметров, 10 штук в упаковке. В общем, одну упаковку я заказала за 146 рублей. То есть получается 14 рублей. И другую за 12 с копеечкой. Ну пусть будет 13 рублей. Вот, к чему я. А если я отдельно смотрела бусинки этого размера, то, получается, они выходят, одна штучка около 20 рублей, если не оптом покупать. Ну, по крайней мере, я вот нашла только так, дешевле. И сейчас приду, конечно же, попробую и покажу вам, что у меня получится. Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня начинаю новый влог. Сегодня вторник. В понедельник я ничего не снимала, но, конечно же, есть у меня процессы, которые я вам хочу показать. Я уже успела связать несколько игрушек за последние 3 дня, потому что в выходные я тоже вязала и решила особо не отдыхать. И сидела, навязывала игрушек и хочу показать вам небольшие свои рукодельные покупки. Вот. Так, ну что, давайте начнем с первой игрушки, которую я успела связать на выходных. И как раз таки она идет в новый влог. Это маленький, миленький аксолотль. Я смотрела, как вяжут другие девочки, смотрела, думала, что до меня не дойдет эта очередь, потому что я немножко не понимаю этого зверька, и очень мало людей знает о существовании этого аксолотля, хотя я сама вот просто недавно узнала, что это зверек. Изначально думала, что это какой-нибудь из мультика какого-нибудь или очередная модная игрушка, как уточка Лала Фан-Фан. Но нет, это на самом деле зверек, живой морской житель. Называют его маленьким дракончиком. Ой, местный дракончик. Вот. Очень красивый, сказочный персонаж. Расцветок у него тоже очень много. Я уже приметила себе несколько оттенков и хочу тоже связать. Вот. Так, ну что, я связала игрушку. Рост игрушки стандартный 13 сантиметров моих малышей. Схемка здесь идентичная, плюс хвостик. Полная длина игрушки получается 19-20 сантиметров вместе с хвостиком. Хвостик я пока на первой игрушке пришила, потому что мне надо было сначала его связать, а потом отметить, на каком ряду он будет ввязываться. И связала 6 ушек или антенки там у него, точно не знаю, не читала подробности об этом зверьке. Глазки номер 8 и просто в одной цветовой схеме вышила носик, ротик и бровки. Такой у меня готовый результат. К нему же я связала и погремушку. Я хотела изначально сделать набор, и связался у меня вот такой вот грызунок-погремушка. Единственное, что я здесь накосячила, это почему-то у меня ушки получились разные. То ли я не смотрела в схемку, вязала по памяти, и получается они получились у меня коротенькие, чем ежели здесь. Вот, единственное, что вот это мне не нравится, как вот эти вот самые большие и средненькие, они получаются короче, чем у основной игрушки. Здесь видите, как плавно, красиво смотрится одинаково, а здесь как-то несуразно по разным сторонам. Так, в принципе, погремушка мне понравилось, как выглядит. Хвостик такой же, и в хвостике у меня вставлен шуршалка. Так он шуршит.
И внутри маленькая милая погремушечка с бусинками. Также глазки номер 8 и цветовая гамма одинаковая для бровок, носик и ротика. Вот. Буковое колечко 55 миллиметров. И, в общем, такой вот набор у меня вот родился на этих выходных. А потом вчера я наткнулась на одного персонажа, точнее на видео. Там девушка показывала свои вязаные игрушки готовые, как она тоже собирает боксы. И у нее был в продаже китенок. Мне так понравилась эта игрушка, что мне помогли найти этот мастер-класс. Этот мастер-класс называется «Летучий кит» с шариками, но просто можно извязать как основную игрушку без шариков. Оформлять можно его по-разному. И вот еще игрушку я вязала первый раз. То есть надо было сначала связать в одном оттенке и посмотреть, где идут убавки. Почему-то я здесь тоже пропустила этот момент. И получается, вот эти убавки у меня вышли на спинку. Хотя в другом моменте я уже думаю, что хорошо, у меня убавки пошли на спинке, что я этого не заметила, что сделала не снизу, либо не сбоку. Потому что у меня есть планы на этого китенка. Вязала я его из пряжи Yarn Jeans до полностью, и белый оттенок это Cotton Gold. Глазки номер 6, вышила ему такие маленькие румянчики и сделала большой ротик. Вот. Мастер-класс простой, очень удобный, вязала на одном дыхании и связался на самом деле очень быстро. И какие же планы у меня к этому китенку? Я решила попробовать сделать растяжку на коляску. У меня давно уже были в планах, я все грозила сделать, но раз такой китенок у меня родился, он на самом деле очень небольшого роста, полная длина с хвостиком, получается 11-12 сантиметров. А основное туловище 9 сантиметров. И он как раз таки идеально подходит по размеру для растяжки на коляску, чтобы малыш играл. И я набросала небольшие рисунки, как я вообще хочу сделать. И получается, ну это приблизительно. По бокам у меня 2 медузки, там может звездочка, какие-нибудь небольшие игрушки посерединке, а основная игрушка это китенок. Единственное, что может быть сюда сделать круг спасательный, да, а здесь какая-нибудь звездочка. Ну, в общем, пока в процессе собираю и хочу осуществить все-таки, сделать хотя бы одну растяжку. У меня связался китенок, я его оставляю для растяжки. Основной оттенок и краски пойдет для мальчика. И связалась одна медузка. Медузку я вязала из своей головы, просто по картинкам, да, как они выглядят. И просто отдельно связала кудряшку и завязала ее с обратной стороны, так как у меня здесь в основном такие разноцветные оттенки, и в одну нить не получается вязать, приходится вязать по отдельности. И постараюсь, чтобы, да, тоже основная цветовая гамма была в синих, голубых оттенках. Медузки 2 по бокам, китенок и звездочка, морской круг. Вот. Такие вот процессы. Так, меня сбили, на чем я остановилась? В общем, я остановилась на процессе растяжки. Пока у меня связано 2 игрушки. Я думаю, что на этой неделе я закончу и как раз таки вам покажу, что у меня получилось из растяжек. Начала еще одного аксолотля. Пока связался у меня только один хвостик. Это оттенок Cotton Gold, мятный, красивый, и Yarn Jeans изумрудный. Такое тоже красивое сочетание. Хочу связать игрушку к набору к девочке, чтобы был и девочка, и аксолотль, и ближе к мальчику. Вот. Так, а теперь хотела я вам показать свои покупки. Я планировала собрать их в кучу, но еще одна посылочка мне не пришла, но уже позже покажу. Это в основном бирки, открытки и деревянные бусинки. Я сегодня вам уже показывала, что я иду в Вайлдберрис, и как раз таки вот настало время их показать. Это одна из покупок. Я заказала открытки. Так, у меня тут целая куча. Я сейчас немножко пошелушу вам тут. Изначально я заказала первые открытки. Здесь получается... Все заказывала на Вайлдберрис. Я смотрела по ценам, по акциям, следила и как раз таки выбрала для себя определенные открыточки, бирочки, чтобы было недорого. Здесь у меня 50 открыток, они довольно большие.
Выходит примерно 9 сантиметров по сторонам. И такие вот открытки милые получаются. Картон очень плотный, интересный, поэтому заказала 50 штук, пришло 52 в наличии. И плюс еще сделали 3 бирочки в подарок. Это мои старенькие. Может быть, я что-нибудь буду вязать сладенького или из еды еще. И можно такие, в принципе, бирочки подарить. И вот такая вот, спасибо за ваш заказ. Это раз. Потом заказала 100 бирок. 100 бирок уже получается вместе с дырочками специальными сделаны. Вот так вот выглядит бирочка. Единственное, что я думала, она будет более светлой, как крафтовый пакетик, но она больше пришла как зелененькой. Но это вид ее не портит. В принципе, мне все нравится. Слоник, главное, яркий получился с ажурным ободком из перьев на голове. Тоже такая симпатичная. Пришло 100 штучек и также положили несколько бирочек в подарок. И к этим же биркам идет в комплекте стяжки. 100 маленьких стяжек, чтобы можно было крепить бирочки, чтобы было очень красиво, аккуратненько, чтобы не на ниточку, не на крафт, не на джутовую, например, веревочку, а на держатели. Вот так вот. И сегодня утром я вам говорила, что купила шарики деревянные, не бусинки, их 10 штучек. Я тут уже раскрыла один пакетик. 10 штук. 10 штук очень аккуратные бусинки. Уже одну попробовала просверлить. Они ровненькие, то есть даже для просто нанизывания растяжки, либо где-то в других моментах, и для обвязки тоже очень хорошо, аккуратно сделаны. Я попробовала уже сделать дырочку дрели, но у меня рабочая дрель маленькая. То есть я раньше занималась полимерной глиной, и у меня дрели очень маленькие. Получается, дырочка для такой бусинки очень маленькая, я ничего не смогу в нее просунуть. В общем, я буду ждать мужа после работы. Скажу, чтобы он мне дал подходящую дрель для этой бусинки, где-то примерно, может быть, 4 миллиметра, чтобы она была пошире, и уже сделаю. Никаких сложностей мне не составило сделать дырочку самой, и это очень экономит финансовые средства по бусинкам, как я для себя поняла. Вот, и еще нашла один заказ по бусинкам, это уже с дырочками, там около 500 рублей, но 80 штук. 480 рублей, 80 штук. Я посчитала, вроде как цена нормальная. Ну, когда одна бусинка цена. В такие вот, в общем, у меня процессы. Делюсь с вами лайфхаком, так сказать, хитростями. Ссылочки оставлю на шарики, на бирки, все внизу будут под видео. Это все с магазина Валберес. Там можно выбрать под подходящей цене, если как бы мониторить, смотреть, выбирать, в корзину складывать и просто же смотреть, как цены меняются, потому что там всегда часто акции идут. Например, сегодня бирки стоили 400 рублей, да, 100 штук, 4 рубля за штучку, а я заказала за 266 рублей 100 штук, то есть 2,60, бирочка красивая, цветная, с надписью Handmade, вышла мне за 2 рубля 60 копеек. То есть я считаю, что эта цена вообще очень-очень выгодная. Вот. Буду с вами прощаться на сегодня. Такие вот у меня процессы. Прям насыщенное видео. Сначала получилось процессы, покупки. И встретимся уже с вами позже. Так что до связи. Девочки, всем привет! Получается, вчера я ничего не снимала. У меня вчера был продуктивный день. И я вам сейчас все, конечно же, расскажу и покажу, на каких процессах я сейчас остановилась и что я сейчас еще делаю. Мне пришел заказ на моих малышей, и я вам подробно все расскажу. Давайте я начну с того, на чем я остановилась по поводу растяжки на коляску. Я немножко ее успела продвинуть до заказа. Так как пришел заказ, моя работа немножко отходит на задний план, так как это не срочно. В общем, у меня также китенок медузка, я решила, будет обязательно. И успела связать до заказа вот такой вот спасательный круг.
Спасательный круг я обвязала буковое колечко 55 миллиметров. Это обвязка. И просто оформила его как с веревочками. В общем, оформила, как спасательный круг на самом деле выглядит. И сделала ему дополнительную подвязку для улучшения моторики для ручек малышей, да, когда будет, например, так вот висеть, то малыш может цепляться за колечко буковое, да, и также цепляться и мониторить, и также фиксировать пальчиками своими разные размеры бусинок. Вот, сделала такую вот функцию и начала вязать краба. Плюс дополнительно выбрала еще звездочки и звездочку и сердечко. Посмотрю, буду я вешать или нет. Это бук и обработанный льняным маслом. Так, это я буду думать, когда сборка начнется, буду собирать. В общем, я решила, да, у меня будет 2 медузки по бокам, китенок посерединке, спасательный круг и будет у меня вязаный краб вот с этой стороны. Тоже красненького оттенка, чтобы гармонично смотрелось. И получается, я тоже хочу сделать обвязку, как и спасательный круг, полностью красненький, и сделать на него краба. В общем, сделать на него краба. Но чтобы это равномерно смотрелось по размеру, так как клешня получилась большая, я вот думаю, либо взять 55 миллиметров, либо 45 миллиметров. В общем, буду смотреть. Значит, обвяжу, конечно же, 2 колечка. Нужно же определиться. И буду думать, какое колечко лучше подойдет. Вот. А вот эти вот штучки я планирую просто как для дополнения, либо сделать висячие. Ну, в общем, это я буду думать. Пока на таком процессе у меня остался моя растяжка на коляску или на кроватку. Это, в общем, будет все, конечно же, обязательно довязываться. И покажу немножко попозже свой процесс. Вязовлог получится немножко длиннее, чем я ожидала. Я, конечно же, очень рада. Прям насыщенная неделя, особенно последние дни. Вот. И вчера в обед мне пришел заказ на 5 малышей, на 5 моих маленьких игрушек. И нужно было их связать, так как я думала, что лисичка у меня есть в наличии, но я отвезла ее в магазин, хотела изначально забрать, но не стала. Поэтому пришлось связать вчера в полноценном таком в режиме, точнее, таком в скоростном режиме вязать игрушки, что за вчерашний день я успела связать 2 игрушки, точнее, за день и за вечер. И плюс еще домашние хлопоты. В общем, вчера я потрудилась. Сейчас я, конечно же, покажу, что у меня связалось. Вот, это пока не полный состав, их должно быть 5 штучек. Еще не хватает здесь жирафика. Я думала, что лисенок у меня есть в наличии, но я его отвезла в магазин, и у меня как раз-таки хватило пряжи на 2-го лисенка, плюс такая же фиолетовая кофточка. Изначально я планировала поехать в магазин и забрать игрушку, чтобы не вязать, но решила, что время терять на дорогу туда-обратно, проще быстренько связать и уже, то есть полноценно уже, чтобы был заказ новенький, связанный, свеженький, так сказать. Затем я связала крокодильчика. У меня был в наличии крокодильчик с голубенькой кофточкой, но захотели в красненькой, то есть малыш Геннадий. Вот, успела связать. Вязала я из ярнар джинса, а до этого у меня был крокодильчик связан из газал джинс. Оттенок тоже очень красивый, насыщенный. И все также оформлено. Мастер-класс на крокодильчика есть. Также все мастер-классы по малышам, которые есть в наличии, я, конечно же, оставлю под видео. Так, это 2-я игрушка была связана. Обезьянка была у меня в наличии. Она одна в единственном варианте. И ее как раз таки забирают. Связался бегемотик. На бегемотика также у меня уже выйдет на этой неделе мастер-класс. И как раз таки вязовлог закончится на этой неделе. И бегемотик связан нежно-васильковый оттенок. Это полностью ярнар джинс. А свитерочек яркий оранжевый. Это газал джинс. Расцветки все выбирала заказчица. Какие говорили, такие и вязала. И осталось мне связать жирафика. Жирафика она хочет нежно-желтенький в ярко-голубой кофточке.
Предыдущего жирафика я вязала из газал джинс, у меня еще остался моток, и у меня есть два варианта голубых оттенков. Я, конечно же, ей отправлю и покажу, где поярче, такой насыщенный, и где немножко посветлее. Вот, отправлю заказ, и девушка выберет, и такой же сделаю, такого же, в общем, свяжу с жирафиком. Вот такие вот у меня процессы. Заказ просили, конечно же, связать побыстрее, чтобы сильно не затягивать, так как очень ждут игрушки. И я, конечно же, стараюсь угодить каждому покупателю по возможности. Конечно же, если человек же не робот и не может очень сильно быстро вязать, очень хорошо, когда, например, есть игрушки в наличии. Заказ я как раз-таки успею отправить либо 20, либо 21 и отправиться в город Омск. Вот. Так что неделька такая тоже насыщенная заказом. Это мой второй заказ на игрушек малышей после того, как я начала их активно вязать. И второй заказ уже пришел на их, но уже более такой насыщенный заказ. В свитерочках просили. До этого я вязала просто однотонных зверьков, а здесь уже попросили таких более ярких и в свитерочках всех были, но кроме обезьянки, так как ее забрали из наличия. Вот. Так что я пойду дальше вязать. Обязательно покажу вам готовый процесс. И надеюсь, я успею связать крабика и тоже вам покажу уже растяжку. Так что на сегодня у меня все. И до связи. Так, ну что, у меня сегодня уже пятница. Я наконец-то собрала полностью заказ. Это из 5 игрушек. Бегемотик, лисенок, жирафик, крокодильчик и обезьянка. Мастер-классы есть на бегемотика, на жирафика и на крокодильчика. Все описания, вообще всех описаний, какие есть у меня на малышей, будет, конечно же, под видео. Проходите, смотрите. И хочу немножечко поделиться с вами покупками. Я купила несколько моточков пряжи. Я не помню, показывала я вообще в каком-то влоге или нет, но, по-моему, я пропустила этот момент, и пришли еще одни мне бусинки. Посылку я буду отправлять также, упаковывать в прозрачные пакетики клеящиеся, и также буду отправлять это все почтовым пакетом. То есть изначально спросила, и, конечно же, сказала, что лучше отправлять, конечно же, почтовым пакетом, так как посылка и на вес влияет, и дешевле входит, чем же отправлять в коробках. Вот, заказ мы немножко отодвигаем в сторону. Здесь все полухлопок. Шарфики у меня были заранее связаны. Это пряжа Lana Gold. А остальное все полухлопок, ярно джинс, казал джинс и с добавками Cotton Gold. Вот. Получила последнюю посылочку с Валбериса. Мне пришел килограмм холофайбера, он лежит в стороночке, и заказала еще бусинки, здесь 18 миллиметров, 80 штук. Купила их за 420 с копеечками рублей. В прошлом дне я говорила почему-то 480, перепутала. 420 рублей, в общем, я купила 80 штучек. Вот, это моя тоже еще покупка. И дополнила себе немножко оттенков пряжи Коко. Взяла несколько моточков. 2 моточка у меня уже были. Они у меня изначально давно. Таких 2 оттенка. И докупила еще 3 дополнительных. Взяла такой малиновый яркий, оранжевый и голубенький. Вот у меня 5 оттенков есть Коко. Для обвязывания бусинок и вязания грызунков с добавлениями всякими маленькими вязаными игрушками. Желательно, конечно же, вязать маленькие игрушки на грызунках из хлопка 100% или из мериноса, потому что их часто очень берут в рот малыши. И взяла еще на пробу 2 моточка Alize Diva. Я из нее уже попыталась связать обвязки бусинки, но маленькие бусинки из них не очень обвязывается. Больше похоже как на Alize Miss. Мисс более толще, но мне тоже мисс не понравилась. Это буду, наверное, вязать маленького крокодильчика. Хочу связать из этой пряжи крючком 1,25 или 1,5 буду вязать, и посмотрим, что получится. Вот, и как раз таки на следующей неделе, это уже будет новый влог, я буду снимать, показывать. И я надеюсь, что я закончу в следующем влоге свою растяжку на коляску или на кроватку, и покажу вам уже полноценный результат.
А пока у меня вот такие вот процессы, небольшие покупки на этой неделе были. Я надеюсь, вам понравился мой заказ, мое видео. Вот. Так что буду с вами прощаться и до следующего вязовлога. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео, новые мастер-классы и ставьте лайк. Для меня это очень важно. Все, всем пока и до новых встреч.